Приветствую вас, дорогие друзья и зрители моего канала. Сегодня в гостях у меня Галина кухня, Галина. Галина кухня. Мы сегодня будем готовить очень интересное блюдо. По-нашему говорят цыганские плацинды, но на самом деле, если вещи называть своими именами, это вертуты молдавские. Мы сегодня будем готовить полохой. Что нам для этого понадобится, Галочка? Для теста нам понадобится мука, я взяла тут 500 грамм, молочка 300 миллиграмм, с пол чайной ложечки соли, может чуть меньше, ну 3-4 граммки достаточно будет. Это нам для теста. И пару ложечек растительного масла мы вольем в тесто, чтобы оно хорошее было, эластичное. Для начинки нам понадобится 500 грамм творога, 200 грамм я взяла соленого творога, тоже это сыр, брынза. Можете взять чинах. У меня чинах очень соленый, поэтому я солить творог не буду. Если же у вас нету такого сыра соленого, или там чинах или брынза, то просто берете творог и подсаливаете его по вкусу. Также зелень нам понадобится. Зелень у нас какая? Петрушка, кинза? Да, это вот, ну, грамм 40-50 вот зелени. А творог скольки процентный? 9%. Чем жирнее, тем вкуснее. Тем Вот и все. вкуснее. Конечно, да. Так. Одно яйцо мы вобьем тоже в творог. В начинку? Да, в начинку. А второе куда у нас? А второе яйцо у нас пойдет для смазывания наших плацент, чтобы они красиво румяно Я запеклись. вижу, еще хоть масло. Масло сливочное нам понадобится, когда уже мы будем тесто растягивать и слегка его поливать или смазывать, чтобы наши прослоечки были вкусные. Ну, и слоеное тесто получится у нас. все зрителям. Мы все покажем, да. Для начала мы замесим тесто, Понятно. а ты подготовь начинку. Да, мы приступим. Да, вилкой разминаешь творог, Ага. сыр, Смешиваем нарезаешь, всё вместе. конечно, нарезаешь зелень, вбиваешь яйцо, все перемешиваешь, и начинка готова. Все отлично, Галочка. А я просею муку и займемся делом. Зелень мелко, да? Да, мелко-мелко поруби ее. Можно готовить без зелени, просто творог. Мало ли бывает, так не понимаю, любят дети, например. В этих пирожках из слоеного теста начинка может быть любая. Любая, да, абсолютно Какая любая, да. Нравится вам. Также можно тыкву порезать, потереть на терке или как-то. Можно картошку сырую с лучком, лук тоже порезать, зелень порезать. Слегка присолить, ну, по вкусу как бы. Я всегда беру, все уже тут рассчитано, вот на 500 грамм муки, 300 грамм молока. Сразу ложкой все замешала, замесила тесто. Ну, все ингредиенты всё. мы укажем все в описании. Обязательно под видео все будут рецепты, все ингредиенты, да. Зелень я покрошу. Сейчас творог. Да, вилочкой разминаешь, да. В тесто я добавляю пол чайной ложечки соли, вот так вот, ну грамма 3-2, я не знаю сколько тут, вот, немножко, так как у нас начинка соленая. Но в тесто слегка соль нужно как бы, потому что оно тоже невкусное будет без соли. Молочко вливаю. Молочко по градусам 40 градусов должно быть тепленькое. То есть не совсем там теплое, а именно вот подогретое. И на этапе замешивания выливаем масло. 3 ложки столовых. Вот так. Все, достаточно масла. И нам масло понадобится, когда мы уже, конечно, когда мы уже будем Я разминаю растягивать тесто. чинах, да? Да, разминаешь все вилочкой и все смешиваешь. Изымаем ложечку. Смешиваем его с творогом. Да, смешиваем. А я замешиваю тесто. Вот видите, оно тут все рассчитано. Вот видите, вот я вот как бы все сюда валила, и все. Оно сейчас все замешается, и не будет ни к рукам липнуть, ни к столу. Отправляем зелень. Вбиваем яйцо. Вот мы собрали такой комочек теста. Казалось бы, что оно такое плотненькое. Все нормально. Сейчас дадим ему буквально 5 минуточек и будем дальше вымешивать. Тесто у нас тепленькое, и оно как бы сейчас немножко полежит. Вот мы его сейчас вот так вот прямо на столе оставляем и переворачиваем чашечкой. 5 минут и будем вымешивать минут 5. Хорошо, чем дольше месим, тем оно будет у нас я эластичнее. замешиваю Да, начинку. отлично. Красота. Попробуем на вкус. Должно быть такое солененькое. Соленоватое, Да. Ну, понятно, там же Да. соленый сыр. А если вы делаете чисто с творогом, то, естественно, чайной ложкой соли берете и солите. Смело. Ну или по вкусу, да. Можно чисто брынзу брать, чтобы не сильно пересоленная была. Именно вот в меру соленая, вкусненькая. Отлично. Вот такая красивая у нас начинка получилась. Нормально? Да. Солененькая? Солененькая и, В меру соленая, да? да, и зелень вот придает такой характерный привкус. Да, да, да. Именно вот как Именно на хачапури, чуть такой напоминающий. да, 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 кинза там. Я был часто раньше в Батуми ездил, и там у них раньше в порту делали вот эти домашние хачапури по-аджарски. Ага.
И там такой творог, ну вот он сыр-творог. Причем он в печке как бы все равно вот крупичатый такой остается. Да, и соленоватый. И текстура такая вкуснятина. Со сливочным маслом, с яйцом. Да. Вообще. Красота. Ну, красивая начинка, вкусная. Все, готово? Да, начинка готова у нас, да. Все. Ну что, прошло у нас 5 минут. Мы сейчас тесто подмесим. Минут 5, так, чтобы оно было эластичное. И все вот это вот вмешалось. Поделим его на кусочки порционные. Ни муки, ничего не надо. Нет, ничего не надо. Ну, тут у нас уже ничего не липит. Я почему спрашиваю, я ни разу сам не делал тесто пива. А вот сейчас посмотришь. Вот сегодня хочу галочку получить. Вот, давай я попробую. Давай. Я вот минуты 3 помесила, еще минуты 2-3 меси его. Потому что как бы уже я вижу, что тут нужна мужская сила. Ну, тесто, да, долго любит, надо помесить его хорошо. Поэтому сила нужна туда. Смотрите, настоящий джентльмен. Тесто любит ласку и сильные руки. Пока я месил тесто, Галочка, как истинная хозяйка, навела порядок на столе. И сейчас нам понадобится стол для растягивания теста. Сейчас мы пока подготовим заготовочки. Теперь нам надо досточка. Ну что, тесто мы подготовили. А теперь мы его сейчас поделим на части. А сколько частей делим? Ну вот я поделю вот такие кусочки вот примерные. 4, да? Да, вот 4, например, достаточно будет нам. Теперь нам надо каждый кусочек подкатать вот так вот в комочек. Все понятно. Как бы подмесить. Только так, чтобы ровненький, гладенький был. Вот так вот. Вот так вот. Все. Подмесил вот каждый кусочек, оставляешь на 5-10 минут. Вот так вот. Все, да. Так же этот. Чуть-чуть. Он, видишь, 2 секунды полежал, он уже мягкий стал. То есть, как бы, да, он, да, а нам так накроем полотенчиком белым. Оставим буквально минуточек на 5. Оно сейчас сразу мягенькое станет. Что дальше делаем, Галочка? Ну а теперь мы должны немножечко подкатать тесто сантиметров 18-20 по диаметру и залить их маслом. Ну, делаем вот так вот. То есть не совсем тонко раскатывать? Нет, вот так вот растянули мы его, раскатали, вернее. Сантиметров 18, наверное, вот так вот по диаметру. Ага. Так достаточно. Вот. И заливаем все маслом. Вот прямо хорошо льем маслом. Вот на каждый кусочек теста, ну, 2-3 ложки масла прям наливаем, не боимся, вот так вот, чтобы оно лежало прямо в масле. И будем вытягивать его. Достаточно, Володь. Достаточно? Достаточно. Все, давай, я выкладываем сюда, а ты раскатывай следующий. И заливаем также маслом, прям вот не жалеем масла. Вот так вот, чтобы оно прямо хорошо было в маслечке. Можно вот эту чашку эту убрать в теплое место, например. В тепле оно еще быстрее все это будет действовать. Понял как? Главное, чтобы наши зрители поняли. Это вот, например, если ты нечаянно замесил тесто очень крутое, и тебе надо, чтобы оно быстрее, то берешь чашку в теплое место, например, в духовку подогрел 1 минуточку, отключаешь и в теплую духовочку поставил его. Ну, моментально. 5 минут оно готово. Все, понял. А если бы это уже мягко замесил, то особо положил на 5-10 минут максимум, и оно уже тянется. Пойдет так? Пойдет, пойдет. Все, теперь раскатали, переворачиваем вот так вот, другой стороной. Все. Теперь можно накрыть. Все, оставим минут на 15, да, пока оно вот не встанет. Если вот, я же говорю, если вы не там тесто замесили сильно крутое и хотите побыстрее, отправляйте в теплое место. Вот и все. Все, скоро продолжим. Вернемся через 15 минут. Не переключайтесь. Ну что, 15 минут прошло. Давай, Володь, попробуем тянуть. Что мы сейчас делаем? А сейчас мы откроем тесто. Мы его сейчас перевернем аккуратненько. Оно мягкое-мягкое стало. Такое, видишь, оно уже тянется. Теперь берем один пласт теста. Но теперь смотри. Или тянем сразу на кулаках, вот как бы на кулачках сперва как бы вытягиваем чуть-чуть. А потом оно начинает тянуться. Аккуратно, аккуратно. Если даже он немножко рвется, ничего страшного. Вот так вот пальцами, вот так вот пальцы, вот, чтобы сверху пальцы были. Ты как бы проглаживай его, проглаживай как бы. Аккуратненько тяни, тяни, аккуратненько, вот так вот, аккуратно, аккуратно. Медленненько. И оно не будет рваться. Аккуратненько. Слегка сильно не тянешь. Уже получше получается. Да, и вот почему постукиваешь, чтобы отлепить от стола и заново прилепить его, то есть чтобы побольше растянуть его тихонько, не порвать нам. Тихонько. И теперь вот уже от середины уже хватит, теперь края тянем, края. Вот так вот. Вот так, Володь, вот так, тихонько, не порвать. То есть, а теперь вот эти вот края, вот, они уже, видишь, они уже просятся сами, вот видишь, их тут никакой вот уже сложности нет. Вот берешь вот так вот, оттягиваешь, вот, пожалуйста, лишненькие вот эти.
Все, хорош. Все, хорош. Края для моих Да. медвежьих рук как раз. Да, теперь начинку, видишь, так, теперь, как я делала, берешь вот отсюда вот эти вот, и вот по чуть-чуть как бы сверни вот так вот, раз, все, хорошо, вот чуть-чуть, чтобы заровнять на такой ровненький. Вот, вот раскладываем так, чтобы ровненько было, сливочным маслом немножечко масла сливочное. Все, да, теперь размажу, чуть-чуть слегка размажу его, еще чуть-чуть добавляй, не бойся, оно вкуснее будет масло, оно слоеное будет. Все. Казалось бы, неровно, это не страшно. Главное, что мы его растянули. Распределяй начинку. Прям начинки мы не жалеем. Так, Володь, так. Так, ну а теперь заворачиваем вот так вот трубочкой. Прикрываем творожок вот так вот. Вот так вот прокручиваем. Вот, все, стоп, все. А теперь закручиваем в улиточку. Сильно туго не закручивай, прям слабенько. Прям слабенько, вот так вот, прям, чтобы место было. Отлично. Видишь, как получилось? Ну, у нас получилось 5 штук, так как мы лишние кусочки обрезали. Вот у нас мы резали на 4 кусочка, и получилось у нас 5-е. Вот все под расчет. Теперь смазываем яйцом. Духовка у нас уже разогревается. Разогреваем 180-190, можно градусов разогреть. 40-45 минут, как они уже зарумянятся красивенько. Естественно, они уже будут готовы. Нам надо их подсушить, чтобы они были, естественно, слоеные, хрустящие, вкусные. Яйцом смазать это легче. Все равно. Но мне кажется, если руку набить с первого раза, да, с первого раза, да, конечно. Я вот давно не готовила, тоже как бы пока. Не сразу строила. Конечно, я тоже давненько готовила. Первый раз как бы первую тяжеловато, а потом уже все как по маслу. Нет, хозяйки, которые работают с тестом, я думаю, у них без проблем, может да. получиться из первого раза. И отправляем наши вертуты в духовку Минут на 40-45. 45 минут ставим, а там посмотрим. 45, да? 5 минут больше, 5 минут меньше, там уже мы. Через 45 минут мы вернемся, посмотрим, что у нас получилось. Ждем. Опа. Дорогие друзья, вертуты готовы. Сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Давай, Галочка. Да, а теперь, наверное, переложим их на противень аккуратненько. Снимаются они очень хорошо, так как мы постелили, естественно, коврик. Сперва поддевай их вот аккуратненько, чтобы не поломать. Они очень нежные, очень нежные. Спеклись они очень хорошо с обоих сторон. Видите, как спеклись? Все нормально, все отлично получилось. Ой, аккуратненько. Ну, одну, наверное, давай сюда, мы будем ее дегустировать. Я хочу попробовать. Да, давай. Мы едим руками, так что можешь ломать смело, аккуратненько, горячее все. Посмотрим, что у нас внутри. Да. Слоеное тесто вообще супер. Как пух. Слоеное, сверху да. корочка. Очень слоеное, очень получилось слоеное. Прям охота попробовать. Вообще красота. Гляньте, какая у нас слоеная. Хрустящая. Хрустящая, такая воздушная. Да, просто супер. Ну, такие вот вертуты мы приготовили. Уважаемые друзья, что я могу сказать? Первый раз пробую это блюдо. Имеет место быть. Только чуть-чуть нужен небольшой навык с растяжкой теста, а так очень вкусное блюдо готовится. Не скажу, что долго. Самых простых главных продуктов. Да, элементарная. Любая начинка. Любая начинка, конечно, да. Нет молока, можете на водичке. То же самое водичкой. Замесить тесто на водичке. Вот и все. И никаких проблем. Я по традиции хочу пожелать своим друзьям, зрителям, подписчикам поздравить с днем рождения. Пожелать всех благ, здоровья, мирного неба над головой, тепла в доме, добрых людей рядом поблизости, таких как Галочка. Спасибо, Володь. Ссылочка на Галин канал будет в описании. Спасибо. Всем пока-пока. Всем пока, до свидания, всего доброго, хорошего дня.